Добрый день, зрители канала АНБ Недвижимость. С вами Алексей Галкин. И сегодня я веду свою съемку из СНТ Истра, что находится рядом с деревней Жуково Солнечногорского района. Дом, который я хочу сегодня вам предложить, он за моей спиной. Давайте посмотрим. Вот у нас то, что мы видим вокруг, это вот как раз СНТ Истра. Вот улочка, вот, по которой мы приехали, она тупиковая. То видите, такая площадка для машин. Есть где поставить. Просторная площадочка. Никто ей больше не пользуется, я так понимаю, кроме хозяев вот этого дома нашего. Ну, давайте познакомимся с участком и непосредственно с домом. И есть ворота распашные. Участок огорожен забором из металлопрофиля. С одной стороны. Заходим внутрь. Что мы видим? Сразу мы видим, видите, септик. Автономная канализация. Здесь забор у нас деревянный. Участок 6 соток. Собака лает. Ругается на нас. Ну, ничего, посмотрим. Вот. Участок ровный, правильной формы. На участке у нас находится... Ну, во всем поподробнее, последовательно будем показывать. Я буду рассказывать. Вот видите. Проходим мы мимо грядочек. Такой декоративный забор. Колодец, откуда вода заведена в дом. Вода заведена в дом по-зимнему, сразу скажу, что в доме, вот в этом доме, можно жить зимой. О конструкции дома расскажу чуть позже, когда мы там будем. Вот. Значит, смотрите. Вот этот домик, такой полноценный, здоровый маленький домик. Это у нас дровница. Вот эти, запас дров. Такой основательный запас. Здесь у нас были когда-то летние удобства. Душ и так далее. Душ, а там, наверное, туалет. Смотрите, облепиха растет. Плодовые кустарники. Сосна пробивается. Рядом домик побольше. Раньше он был основным домом для этого участка. Сейчас он может быть использован как гостевой, так и для хранения. Смотрите, хранение материалов. Либо здесь можно сделать баню. Достаточно большой дом для оборудования здесь бани. Дом утепленный. Не просто спичечная постройка. Ну, пойдемте дальше. Дальше пойдем посмотрим, что у нас находится внутри дома. Площадочка из плитки выложена. Крыльцо металлическое. Дом стоит на высоком фундаменте, поэтому вот видите, как мы высоко поднимаемся. Даже с крыльца уже видно, что мы высоко над землей. Участок. Зайдемте в дом.
Высокие потолки. Прихожая. Дом построен из бруса. Толщина бруса 200 миллиметров. 150 на 200. Смотрите, видите, очень толстый брус. Также он еще дополнительно утеплен и обшит сайдингом. Что дом очень теплый. Топится дом. Вот смотрите, мы попали пока в коридор. Здесь у нас лестница ведет на второй этаж. И два помещения. То есть из коридора дверь идет у нас в гостиную, в санузел и в спальню. Ну, все последовательно, давайте посмотрим. Пройдемте сразу в гостиную. Что мы видим? Гостиная у нас, гостиная совмещена с кухней. Великолепный кухонный гарнитур, холодильник, техника. Все это достается новым хозяевам. Камин, печка, обогревающий дом. Дрова вы уже видели, дров у нас много. Такая уютная гостиная. На первом этаже. Очень высокие потолки, почти 3 метра. Вода в доме есть. Давайте проверим. Есть вода. Не обманули. Газ, скорее всего, баллонный. Выходим опять в коридор. Что мы видим? Видим спальню на первом этаже. Просторная спальня. Красиво оформленная. Комодик. Красивый дизайн. Дом изнутри у нас тоже покрыт несколькими слоями лака бесцветного. Все сделано хорошо. Так, посмотрели спальню. Так, еще обратите внимание, межкомнатные двери деревянные. Рядом у нас дверь в санузел. Вода заведена в дом, горячая вода, бойлер. У нас бойлер. Достаточно вместимый бойлер. Вода, опять же, горячая, холодная. Есть горячая. И есть холодная. Все есть. Как я уже показывал вам на улице, септик, канализация. Душевая кабина. Дополнительно, видите, обогреватель электрический. Такой просторный санузел. Поднимемся на второй этаж. Такая винтовая лестница спиралевидная. Кажется крутая, но на самом деле очень удобная. Здесь у нас в данной комнате присутствует некоторый недострой. Сейчас я вам скажу, какой. Вот в соседней комнате как раз полностью доделано. А здесь у нас, видите, немножко недоделано. Это недоделано, не покрашены балки. Что у нас? Не зашиты боковые шкафы. Хотели сделать тут шкафы-купе платяные для вещей. Крыша у нас утеплена. Даже вот утеплитель мы видим. Видите, даже доски есть, которые предназначались для будущей работы. Вот видите, утепление. Утепление такое капитальное.
Проходим в соседнюю комнату. И вот как это должно было быть. Видите, шкафы. Балки сверху покрашены. Великолепный дизайн. Со вкусом все. Такая небольшая спальня у нас, типа детская, на втором этаже. Видите, какой шлем у нас у хозяйки. Экстремальные виды спорта, наверное. Посмотрим мы в окно. Посмотрим на нашу стоянку. Соседний участок. Видите, какой там? Ух ты, домик интересный. Прикольно. Не часто увидишь. Вот наша стоянка. Соседние улицы, по которым мы приехали. Наша спальня. Опять вернемся в большую комнату. Чтобы посмотреть в окошко сверху на участок. Вот видите наш участок. Дровня, гостевой домик, колодец. Спустимся вниз опять, откуда пришли. Мы спустились вниз и опять оказались в уютной гостинице, гостиной кухни. На этом наша экскурсия по дому заканчивается. Дальше я хочу показать вам дорогу и немножко о поселке, в котором находится этот дом. Для кого достаточно данного отснятого материала, ему я говорю до свидания, до новых встреч в агентстве недвижимости АНБ. Продолжаем нашу съемку. Вот небольшой бонус, который я вам обещал. Покажем вам дорогу к речке. Вот наш дом, который у нас предлагается всем. И дорога. Пешком мы сейчас пройдемся до речки. Река, я так понимаю, Истра. СНТ Истры, река Истра. Так оно и должно быть. Вот мы дошли до асфальтированной дороги. Смотрите, асфальтная крошка. Она уже утрамбовалась в полноценный асфальт. Здесь у нас улица уже пошире, попросторней. Видите, такие дома уже пошли интересные всякие. Тихое, сразу скажу, очень тихое место. Рядом никаких дорог. Шума никакого не слышно. Только пила да молоток. Вот. И собаки лают. Да. Видите, как красиво, какая улица. Действительно широкие дороги. А я уже переживал, думал, дороги узкие очень. Дороги широкие. Если ехать по главной дороге, то вообще замечательно. Вот так, сделаем небольшую паузу. Мы прошли буквально метров 100 от дома, и смотрите, какая красивая березовая роща. Очень красиво, приятно здесь гулять. Красивые места. Спортсменам приятно здесь делать пробежки. Просто гулять, дышать свежим воздухом. Вот это вот все, вот мы как раз идем по поселку. Очень красиво.
Действительно, все в зелени. Ну, пока лето, вернее осень. Но еще все зелененькое такое. Красиво. А вот это у нас что за овраг? Это канал водоотводная. Видите, водоотводной канал. Здесь вода в поселке не застаивается, поскольку здесь такие дренажные водоотводные каналы. И вот мы прошли еще 100 метров и вышли на берег речки. Смотрите, как красиво. Это река Сестра. Река Истра, извиняюсь. Река Истра, которая потом у нас получается из него Истринское водохранилище. Здесь она достаточно небольшая, но уже достаточно большая, чтобы можно было здесь купаться вот с этого мостика. Давайте пройдемся по нему. А также можно здесь ловить рыбу. Всем любителям рыбалки, все в СНТ Истра. Здесь можно хорошо ловить рыбу. Отличное место. Отличное место, отличный поселок, отличная природа. Ну, всем рекомендую задуматься о покупке здесь недвижимости. И еще одним небольшим бонусом к данному фильму я хочу вам показать дорогу, которой мы отсюда уедем, и приедем в город Солнечногорск. Всю, конечно, показывать не буду дорогу, но самые главные, основные моменты покажу. Вот он наш домик там вот в конце улицы, где мы парковались. И вот она дорога. Поедем. Едем мы по СНТ. Дорога, еще раз скажу, что здесь дорога у нас асфальтированная. Закроем окна, чтобы было меньше шума. Едем. Ну вот, как-то так. Из машины может быть не очень хорошо все это видно. Главное еще найти нужную улицу, чтобы отсюда выехать. Вот. Пока мы едем по этой главной улице. Едем. У нас все асфальтированное. Домики. Сбоку домики. Дорога достаточно широкая. Можно разъехаться машиной. Так, едем все время по главной дороге. Видите, здесь какие интересные дома. СНТ возникла 20 лет назад. Совсем старых домиков здесь нет. Полноценный асфальт. Разъезжаемся с навстречу едущей машиной. Едем дальше. Видите, какой асфальт у нас. Тут только вот видите, какие замки даже. Какой красивый дом. Полицейские лежащие.
Кто-то их называет пьяными дворниками. Видите, какие интересные здания. И вот мы приехали к выезду из СНТ. Интересно, заехал я сюда с машиной, у которой был ключик. А как выехать, я не знаю. Кого бы спросить? Ну, придется, наверное, позвонить хозяйке. Придется прервать съемку. И мы хозяйки, и ворота у нас открываются по мановению волшебной палочки. Выезжаем. Отличная асфальтированная дорога. Едем. Холмики, какие-то водоемчики. Рядом какой-то дом отдыха. Видите, пансионат Жукова. Уютный пансионат Жукова написано. Насколько он уютный, мы не знаем, но он есть. Местная достопримечательность. Едем дальше по асфальтированной дороге. Достаточно быстро, дорога узкая. Надо будет успеть вовремя среагировать на вылетающую навстречу машину. Машин пока навстречу нет, так что едем смело. Лес, лес, лес. Чувствую, уже подъезжаем мы к Пятницкому шоссе, а оно здесь рядом. И вот мы уже специальное зеркало, чтобы видеть, что за поворотом у нас. Такой крутой поворот вдоль забора бетонного. Выезжаем мы на Пятницкое шоссе. Поворот только налево, направо, то есть. И вот здесь видите указатель Жукова, СНТ профилакторий, Солнечногорский стекольный завод. Пионерлагерь какой-то. Так, вот мы выехали на Пятницкое шоссе и едем по отличной асфальтированной прямой дороге, не превышая допустимой скорости. Едем, проезжаем речку Истра. Вот она, река Истра. Мы выходили на ее берег. Я вам это показывал. Деревня Конькова. Дальше буду ставить на паузу. Вот видите, какой строительный рынок недалеко, в деревне Конькова. Что является большой плюс. Далеко ездить со стройматериалами не надо. Тут что-то было, но я не заметил, что что-то красивое. Едем дальше. Справа у нас СНТ Меленки. Там за деревьями. Слева у нас деревня Меленки. Хорошие места. Меленки. Очень дорогая здесь земля, соответственно, дорогая недвижимость. Вот она, деревня Меленки.
Опять же, строительный рынок. Деревня Обухово. Местные достопримечательности — это магазин, да, супермаркет, да. Не надо ехать в город Солнечногорск даже, чтобы затариться продуктами. Вот видите, впереди перекресток. Налево можно проехать, опять же, деревню Кривцово, также в Клин попасть по этой дороге. Прямо мы едем в Солнечногорск. И прямо по курсу у нас церковь, Обуховская церковь, действующая церковь. Очень красивая. Людям верующим, православным в плюс. И сейчас мы подъезжаем еще к одной достопримечательности данной местности. А это достопримечательность, это дорога скоростная магистраль М11. Вот мы уже сейчас буквально над ней будем проходить, которая идет Москва-Петербург соединяет. Вот мы как-то сейчас над ней, наверное, стоят. Есть высокий забор, ничего не видно из-за него, что там происходит. Но здесь рядом съезд. Я сейчас покажу, где он. И можно очень быстро добраться до нашей дачи в СНТ Истра. Буквально за 40 минут из Москвы. Вот она, дорога скоростная. И вы попадаете к себе на дачу. Задумайтесь, 40 минут, и из Москвы вы попадаете в Солнечногорский район СНТ Истра. А может и быстрее. Но мы едем в Солнечногорск, чтобы показать вам как раз дорогу до конца, до ближайшего крупного населенного пункта. Вот она, развязка. Вот здесь у нас съезд-заезд на платную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Вот она, видите, платная дорога Москва-Санкт-Петербург. Вот этот мост впереди, он нас приведет к въезду и выезду. Так что всем счастливым обладателям транспортеров посвящается. А всем остальным я покажу немножко. Вот видите, уже впереди это уже город Солнечногорск. Немножко до него осталось. Ближайшая заправочная станция Лукойл, недалеко от въезда в город Солнечногорск. Мойка. И мы въезжаем в город Солнечногорск. Местные знают, что это микрорайон СМИС, насколько мне известно. Вот река Истра опять же протекает. Здесь она течет очень криво, поэтому можно несколько раз за 10 километров проехать по мосту над ней. Мы уже в Солнечногорске. Видите, это город Солнечногорск. Опять же, всякие супермаркеты, Матроскины. Вот видите, пекарня, цветы. Я продолжаю свою съемку. Вы знаете, по Пятницкому шоссе стояла большая пробка на выезд на Ленинградское шоссе. Я не знаю, что там было, авария или просто пробка. Но я решил ее объехать, так как я житель немножко местный. И знаю здесь всякие тайные дороги. Выйду на Ленинградское шоссе в другом месте. Точнее, сейчас я
Пытаюсь пробраться на дорогу, которая ведет из Обухова на Ленинградку. Она не платная, но она объездная. Она идет параллельно платной дороге. Вот. Кому это интересно, можете посмотреть. Даже немножко другой дорогой я поехал. Из Цмиса я поехал сразу. Короче, долго рассказывать. Поехал другой дорогой и объезжаю пробку. Немножко сложновато. Вот она такая дорога. Проезжаем через промзону. Здесь куча всяких предприятий. Макароны. И так далее. Мы проезжаем мост. Железнодорожный мост через железную дорогу. Дорога, мост через железную дорогу, если быть точнее. Октябрьская железная дорога, Москва-Питер. И уже скоро мы попадем на Ленинградское шоссе. Но уже не по Пятницкому шоссе, а вот такой объездной дорогой. Уже практически приехали. Вот выезд на Ленинградское шоссе. Направо Москва, налево Санкт-Петербург. Но налево мы повернуть не могли. Повернули направо и едем в сторону Москвы. Вот с Солнечногорска выехали. Ну, для Москвы как раз, для москвичей как раз оно и нужно. На этом наша экскурсия заканчивается окончательно. С вами был Алексей Галкин. До новых встреч!